Всем привет! Вот такую предновогоднюю задачу предложила рассмотреть одна наша зрительница. На пне, можно сказать, еловом пне расположены 3 арбуза диаметром 30 сантиметров каждый, которые касаются друг друга. И вот на пне же расположен апельсин, который касается 3 этих арбузов. И нужно найти диаметр, ну, либо радиус этого апельсина. Ну что ж, попробуйте сами решить эту задачу. А я покажу классическое решение. Спасибо большое Людмиле Серебренниковой, которая предложила рассмотреть эту задачу. Ну и всем зрителям, конечно, которые участвуют активно в работе канала, подписаны, пишут комментарии, ставят лайки, если задача, конечно, понравилась. Итак, первое, что мы сделаем, рассмотрим вот такую уже геометрическую картинку. Не пугайтесь, нет тут никакой особой стереометрии. 3 сферы радиуса r, которые касаются друг друга и плоскости альфа. Ну и 4-я там сфера радиуса r маленькая, которая касается 3 данных сфер и этой же плоскости. Центры сфер O1, O2, O3, O4. Из этих центров проведем радиусы в точке касания с плоскостью O1А, O2Б, O3С, O4Д. Точки А, Б и С будут вершинами равностороннего треугольника, а точка Д – центр этого треугольника. Ну, почему в 2 словах? O1, O2 – отрезок, соединяющий центры 2 шаров радиуса r, касающихся друг друга внешним образом, и он равен 2r большое. Согласны? Согласны. Ну, тогда и отрезок АБ будет равен 2r большое, поскольку у нас получается прямоугольничек. Точно так BC и AC равны между собой и равны 2r большое. Ну, а точка D – центр правильного равностороннего треугольника. Как найти отрезок АД? Мы его найдем 2 способами. Ну, либо это 2/3 высоты, ну, либо это радиус окружности R1, описанный около этого равностороннего треугольника. Но мне хорошо, я помню формулу радиуса окружности, описанной около равностороннего. Это А делить на корень из 3. Мы получаем 2r большое делить на корень из 3. Все. А теперь рассмотрим 2 этих сферы, арбуз и апельсин, которые касаются друг друга внешним образом, расположены на плоскости. И что такое АД? АД – это общее внешнее касательное этих 2 сфер. Если провести сечение через радиусы О1А и О4Д, которые параллельны между собой, в сечении получим 2 больших окружности этих сфер, которые касаются друг друга, и тогда АД – это отрезок их общий внешний касательный. Так что недавно решали эту задачу, задача про монеты. Из центра меньшей окружности проводим отрезок параллельный отрезку общей внешней касательной, получаем прямоугольный треугольник, гипотенуза которого равна сумме этих радиусов. А катет вот этот равен разности большего и меньшего радиусов. По теореме Пифагора находим оставшийся катет. Он равен отрезку АД. То есть отрезок АД будет равен отрезку Х равно, я думаю, вы сами проделаете преобразование из квадрата гипотенузы, вычтите квадрат 2 катета и получите, что АД равно удвоенному среднему геометрическому радиусов. Приравнивая вот эти выражения, мы получим 2 корень из r большое r малое равен 2r делить на корень из 3. Сейчас будет открытие на кончике пера. Возведем в квадрат. Получается, что r в квадрате, деленное на 3 справа. Сократив на r, получаем замечательное утверждение, что радиус нашего апельсина в 3 раза меньше радиуса арбуза. Но здорово, конечно. Тогда диаметр нашего апельсина, учитывая, что диаметр нашего арбуза 30 сантиметров, тогда диаметр нашего апельсина будет 10 сантиметров. Ну, а радиус равен 5 сантиметрам, что мы и хотели найти. А теперь домашнее задание. Давайте положим на эти 3
арбуза еще четвертый такой же арбуз радиуса 30 сантиметров. А там внутрь поместим мандаринку. Мандарин. И вот даны 4 арбуза с диаметром каждый 30 сантиметров. Найти диаметр мандаринки, которая касается 4 этих арбузов. А я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Всего хорошего. До новых встреч. С вами был Валерий Казаков. Пока!